Ну что, любители потратить 3 месяца своей жизни, чтобы скрафтить душу дракона бесконечности или искрящуюся панель. Сегодня будет немного необычное видео. Это не обзор базы и не экскурсия по разделам, и даже не гайд из серии «Смотрите как надо». Это, наверное, больше видеозапись моих страданий длиной в несколько сотен часов. Я прошел 80% техномагической сборки на сервере Loliland. И сейчас это будет видеозапись послания себе в будущее. Какие ошибки стоит предотвратить и не совершить в самом начале и по мере прохождения этой сборки. С чего начать? Начнем мы с самого главного. Это с того, что обязательно крафтить трижды сжатые генераторы нейтрония. Постоянно, в ограничение просто. В бешеном количестве очень много нейтрония понадобится в будущем. По мере прохождения вы будете работать с такими модами, как Industrial Craft, Towncraft, Botania, Blood Magic, Applied Energetics, Forestry, Divine RPG, Draconic Evolution, отчасти с Thermal Expansion и с Аватарией. На самом деле, самое главное — это делать все механизмы, вставлять в каждый механизм, по большей части, выталкивание, затягивание и продвинутый ускоритель 4 тира. Для того, чтобы получать коллаген в больших количествах, можно сделать их через обычную воду и лазурит, можно сделать через дистиллированную воду и лазурит. Чтобы получать дистиллированную воду, вам потребуется очень много опреснителей, вагран прям их ставить. И также через наполняющий механизм сделать дистиллированную воду и лазурит, либо фабрика хладагента. Это уже чуть попозже будем делать. Металлоформовочные механизмы в первое время делать пластины в них, а потом переходить в режущие механизмы, потому что здесь можно сделать уже вот такие приколдесы в виде 64 блоков разных металлов и делать сразу 576 пластин. Это максимально полезно и удобно. Металлоформовки мы делаем вот такие шаблоны обязательно, потому что это самые нужные шаблоны. Металлоформовки, которые делают выдавливание, точнее резко, это провода и капсулы. В печи особо у нас ничего не потребуется нужного, кроме Сариса Мундуса того же, кроме того же ардита, кроме того же мяса для рагу. В экстракторы шаблоны особо никакие не потребуются. Здесь по большей части экстрактор нужен для того, чтобы делать очень много резины. Это компрессор. В компрессоре мы делаем вот такие штучки, трючки. Вот эти механизмы дробителя у нас стоят здесь специально для того, чтобы передрабливать олово, железо, золото и разные металлы, для того, чтобы получалась пыль, и эта пыль поставлялась вот сюда, в пробужденные алхимические печки. В печке мы можем поставлять абсолютно все металлы, чтобы получать хороший X. То есть это даже не X5 и не X10, это даже больше. В начале игры вам будут недоступны эти печки, потому что на них нужно очень много маны. Тем более магические улучшения САК, в которых используются катализаторы бесконечности. Вот эти улучшенные меха, которые тоже используются катализаторы бесконечности в крафте. Так что вначале измельчайте все вот эти руды и отправляйте их в молекулярные преобразователи. Вот так. На вот этот угол мы к нему чуть попозже вернемся, но не суть. Вернемся к механизмам. Капиллярные наполнители. На каждый крафт желательно сделать собственный капиллярный наполнитель, и пускай он крафтится спокойно. Ламиумовые слитки те же. Вот у нас драконий делается по 100. И это по 4, потому что оно багается. То есть тут есть некоторые вещи, которые желательно не борщить с крафтом, потому что они начинают багаться у вас. Когда вы начнете делать солнечные панели, вам потребуется уже работа с газами и кислородом.
Чтобы делать различные газы, кислороды, вам потребуется вот такой вот промышленный паровой котел. Для промышленного парового котла вам потребуется улучшение генератора воды, улучшение сингулярный бак третьего уровня желательно, но это будет уже чуть попозже, когда вы разберетесь с необием, гальванизированной эрой и всем остальным. И деминилизатор. Он нужен для того, чтобы убирать соль автоматически из парового котла. И эта соль нам потребуется для рапы. Вода превращается в пар. Пар отправляется в сепаратор. Получается натрий и кислород. Натрий — жидкость, кислород — газ. Чтобы получился кислород-жидкость, мы отправляем его вот в этот механизм. Роторный сгуститель. И у нас получается жидкость, кислород. Также в сепараторе можно сделать поставку рапы и атмосферного газа. Атмосферный газ — это вот эти механизмы. Их нужно поставить сразу в агран. Сборщик окружающего газа. Их максимальное количество 16 штук на регион. И рапа. Рапа — это водичка и соль. Ну и как раз из рапы у нас получается нужные тоже полезные штуки. В ограничении их не обязательно ставить, это бесполезно, потому что максимум сепараторы можно поставить в агран, чтобы у вас быстрее пар, рапа и атмосферный газ менялись в нужные вещества. Также не рекомендую вам делать большое количество реакционных камер, потому что они попросту не нужны. Их всего надо 8 штук на крафты. То есть на обогащенный сонариум, на обогащенный уран. Также здесь вот есть вот такая штучка, как третий и дейтерий. У них вот такие вот крафты. И там, вы заметили, кусочки плутония получаются. Не вставляйте кусочки плутония, ставьте только жидкость. Так вот, вся вот эта туфта нужна для того, чтобы делать дисперсионные панели, квантовые панели солнечные. Но самое главное — это то, что вы должны понимать, то, что вы должны разобраться с тем, чтобы у вас были ресурсы, и только потом начинать работать уже со всеми модами. Самый проблемный мод среди следующих модов — это, как по мне, это Blood Magic. Потому что для Blood Magic нужно сделать вот такие кровавые сборщики, чтобы в них все крафтилось, чтобы вы все ручками не делали, какие-то лишние шаблоны не делали. Рекомендую вообще купить их сразу, чтобы не иметь себе голову. Потому что это правда намного удобнее и приятнее будет. В кровавых вот этих сборщиках делаются предметы, которые делаются в алтарях, и те, которые делаются на вот этих станциях, как будто варочных, из 5 ресурсов делается одно. Так вот, дисперсионные панели, вот эти, я рекомендую превращать в панели Асмодея и потом в последующее превращение в Левиафана. У меня стоит 9 объединителей панелек на весь регион, и у меня только забито 2 штуки на 9 миллиардов. Здесь и вон там. И еще наверху есть для твердой материи. Это самая полезная вещь в этом всем моде. Поэтому рекомендую сделать так. Твердая материя. Собственно, здесь про нее ничего рассказывать не надо. Ее потребуется очень много, поэтому делайте твердую материю с самого начала. Спавнера хаоса. Легендарные. В легендарные спавнера хаоса обязательно нужно ставить модули удачи 1, 2, 5, 10, 15, 20. Неважно. Нужно ставить. В самом начале вам потребуется несколько душ полезных. Это душа Ротатика, душа Эндермена, душа Железного Голема и обязательно душа Гномика. Какая душа Гномика? Я вам сейчас объясню. Душа существа гном.
Почему он нужен? Потому что в нем есть золотая монета. Золотая монета нам потребуется для того, чтобы был лукрум. А лукрум нам понадобится в самом начале для того, чтобы был лукрум для пробужденной алхимической печки. И очень много, потому что иногда надо будет включать, чтобы было побольше материалов. И пускай работает в свое удовольствие. Также рекомендую спавнера ставить в агран, и для каждого спавнера ставить на каждую душу ставить свой спавнер. И ставить улучшения обязательно, чтобы у вас был выход продукции. Сама по себе сборка работает так, то, что вы должны ставить АФК и фармить ресурсы. Поэтому по возможности либо платите людям 10 монет в час, чтобы они стояли у вас на базе, либо сами оставляйте включенный свой компьютер, и пускай у вас грузятся чанки. Вот у нас раздел ботании. Батарея Асгарда, которая наполняет постоянно бассейн. Также у нас будет потом мультитеплицы, которые делают ману. Для нее я рекомендую ставить пламя края и угольные блоки, чтобы получалось такое вот опыление маны. Механические бассейны маны рекомендую сразу делать легендарные и ставить стаки, чтобы у вас было, условно, вот один светокамень, получалось 4 светокамня. У вас идет продукция 1х4, а стаками еще больше идет. И быстрее. Улучшение Асгард требуется для того, чтобы делать душу летучей мыши, потому что если вы закинете в обычный бассейн, у вас не будет делаться летучая мышь, душа. А так у вас будет делаться сразу, потому что у вас отключаются все затраты на ману. В обменник Альфхейма можно положить магическое улучшение стак тоже, поэтому это вам сразу на заметку, если вы будете думать, что у вас очень долго все делается. Делайте все лучше блоками. Блоками, вот, блок камня дракомня, блок камня всего остального, блок моностали, потому что это намного профитнее и удобнее. И только потом вы делаете элементе уже, условно, или моносталь. Ой, прошу прощения, не элементе. Делайте потом моносталь лучше из одного блока в 9 слитков. Недавно мне сказали то, что тиросталь лучше делать в заводе промышленной агломерации, поэтому вот, делайте в агран завод промышленной агломерации и делайте здесь тиросталь. Реагентная кузница потребуется вам для того, чтобы сделать вот эти рунические алтари 1, 2 и 3. И на них потребуется очень много вот этих реагентов. И это все делается здесь. Вот у нас вот такие вот реагенты эфирного адамантия, чародийского, драконьего. И очень много рун разных. Поэтому еще один момент, почему я недолюбливаю Blood Magic. Я считаю, что это один из самых худших модов в этой сборке. Но самый худший, как по мне, это очень неприятный мод, бездушный мод, который не то что неприятно проходить, он вызывает боль, отвращение и нежелание играть. Это Divine RPG. Максимально скучный мод. Ты просто делаешь порталы, что-то там пофармишь в одном месте и потом уходишь. Единственное украшение, мое почтение, Лориленду, они сделали свой мир со своим боссом. Это было максимально интересно проходить. Своего рода рай. Вот у нас небесная пыль. Из небесной пыли мы можем сделать святую воду. И уже святая вода нам потребуется для того, чтобы сделать портал в рай. Также интересный момент. Вот в этом всем разделе обязательно нужно будет фармить души, чтобы у вас были души Мортрума, души Апалачей, души Дикого Леса. Желательно убивать мобов, чтобы выбивать из них души. Можно это делать через Safari сеть. То есть вы забираете моба в Safari сеть, отправляете его вот сюда, в автоспаунер, и тут уже посохом силы, либо каким-нибудь любым другим оружием с зачарованием жнец выбиваете душу из этого моба. Обязательно.
После этого закидываете их также в спавнер, и потом вы можете продавать души. Это на самом деле очень полезно, поэтому не забывайте про это. Divine RPG, Thaumcraft, Blood Magic. Да и даже Forestry — это специальные модификации, которые проходятся для того, чтобы сделать солнечные панели. Солнечные панели тех или иных модов. То есть здесь это ультимативная панель путешественника по измерениям. Также вот антиматериальная солнечная панель — это Industrial Craft. Панель убийцы драконов — это Draconic. Цветущая солнечная панель — это Forestry. Люциферка — это Loot. Инфернальная печь — это другие, это Thaumcraft, соответственно. Это все нужно, чтобы скрафтить искрящуюся панель. Также я вам рекомендую, если вы будете играть на сборке Лолиленда, почитать гайды. Это очень полезно, это очень... Это объективно нужная информация, которая вам понадобится. Потому что здесь можно увидеть, какую жидкость поставлять в генераторы нейтрония, какие нужны улучшения в промышленной пасеке, что такое центр беспроводных подключений. Это очень полезно и очень нужная информация. Это очень нужная информация, правда. И в молекулярные преобразователи поначалу вам желательно поставлять синюю и красную шерсть, которая выпадает. Красная шерсть выпадает из овцы, а синюю шерсть можно сделать через лазурит спокойно. Это нужно для того, чтобы у вас получалось, соответственно, из синей шерсти лазурит, из красной шерсти красная пыль. И это очень тоже полезно. Ну и также, да, железные блоки, это и лидий. Также ставьте на прикрафт. У дивана на YouTube-канале есть такая схема, игра, которую можно делать бесконечные линии. Мы не поговорили про вот этот раздел пока. Могу про него еще рассказать. Это тоже интересная вещь. Легендарный репликатор в Агран не советую ставить, потому что легче поставить 3, ну ладно, 4 легендарных репликатора, чтобы у вас получался делался плутоний, алмазные блоки, урановые блоки и композит. Делайте 18 вот этих смесителей, чтобы у вас было на каждый смеситель по один крафт, один смеситель, вот так. Делайте их по 100. И в каждый ставьте сингулярный баг, чтобы была увеличена скорость у вас. Это специальное строение для того, чтобы фармить древесину из Forestry. Сначала эти деревья нужно все выводить. Все эти деревья выводятся, вы можете посмотреть видео на канале Эли Эмеральда. Как выводить все эти деревья. Такая вот необычная схема на комбайне, на удобрителе. И обязательно внизу у вас стоят сеятели. В сеятели выставляете улучшение медь, поставляете саженцы. В удобрители и в комбайны вы ставите улучшение изумруда, чтобы у вас было увеличение радиуса 11 на 11. Рекомендую поставлять вот сюда железные блоки, чтобы делалось у вас блоки закаленного железа. Потому что по слиткам делать это очень долго и затратно по времени. По Forestry также скажу то, что в самом конце в линейке Forestry вам нужно будет в этой пчелиной фабрике сделать 16 пчелиных скоплений кристаллизированных ручками. И все до конца тоже ручками нужно будет сделать. Поэтому поставляйте сюда поставщиками жидкости, убирайте поставщик и только потом выкладываете все ингредиенты, потому что если вдруг у вас здесь будет уже все лежать и вы поставщиком начнете закидывать жидкости, у вас не засчитают крафт. Апогей всей Forestry заключается в том, что вы должны сделать очень много вот этих совершенных пасек. Совки их называют. Самые главные соты получаются из эластичной матки, радиоактивной матки, водной матки и ценной матки.
Это основные пчелы, которые дают нужные соты. Чем больше у вас будет совков, тем лучше для вас. У меня вот пока что 3. На этом все. Я не думал то, что я вообще буду записывать это видео. Но еще раз повторюсь, это больше как шпаргалка для себя, чтобы в следующий раз не сделать никаких ошибок. Нужно много нейтрония, чтобы крафтить очень много всего. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.